Приветствую тебя, дорогой зритель. Сегодня хочу решить проблему, с которой сталкиваются большинство игроков Dragon Rage, а в частности новички. И поговорим мы, конечно же, сегодня о союзниках. Перед тем как начать, поставь лайк, подпишись на канал и жмякай по колокольчику, чтобы не пропускать новые видео. А мы начинаем. Хочу начать с того, что каждый новичок, зайдя в Dragon Rage, пройдя обучение, сталкивается одним из первых пунктов – это союзники. Его знакомят с наймом их, получением билетов и так далее. И я же в свою очередь, как игрок-новичок, задался некоторыми вопросами. А именно, а каких союзников поставить? Стоит ли тратить алмазы на их крутку? Какие союзники самые ходовые? Чем отличается этот Люминфей от этого Люминфея? И как вообще прокачивать союзников? Давайте с вами разберемся. И начнем мы с первого вопроса, на каких союзников поставить. Поскольку вы новичок в этой игре, у вас особого выбора не будет, так как у вас и билетов-то особенно не будет, да и алмазов тоже. Поэтому ставьте то, что придется, то, что имеете, не заморачиваясь в ближайшее время. Также, поскольку вы новичок, игра будет вас разнообразно поощрять, давая вам билеты для найма с различных заданий для новичков. И вот, накопив билетов, вы решаетесь испытать удачу. И вам наконец-то падает первый 6-звездочный союзник. Естественно, поскольку вы новичок, у вас особого выбора нет, ставьте его. Но хочу тут сделать оговорочку. Не стоит сильно на него тратить ресурсы для прокачки, потому что в дальнейшем, возможно, его придется заменить. Максимум, что вы можете сделать, это повышать его левел, а также одевать на него предметы, которые вам будут падать с баунти. Об этом чуть попозже. Следующий вопрос: стоит ли тратить на найм алмазы? Но для начала стоит отметить, что существует два основных типа найма. Первый доступен постоянно, в любое время, можно крутить как из алмазы, так и за билетики, которые вы будете получать. Второй же появляется в определенное время и часто направлен на какой-то определенный сет союзников. Также крутится за алмазы и за билеты, но алмазов тратится на него немного побольше. И возвращаясь к вопросу, тут спорное решение: и крутить, и не крутить. Если у вас есть какой-то стабильный доход алмазов, а как получить алмазы я уже создавал ролик, он будет в подсказках, то время от времени все-таки придется вам тратить алмазы, потому что союзники все-таки важнейшая часть вашего билда. Но не стоит сливать на них все алмазы. Стоит оставить для прокачки питомцев и наследников. Но это разберем как-нибудь попозже. А вопрос с самыми ходовыми союзниками я оставлю на конец. А сейчас поговорим, чем же все-таки отличается стандартный союзник от союзника в каком-то определенном сете. Причем отличия их могут быть как и в количестве звезд, так и в других способностях. Но самое главное, на что смотрят обычно при выборе союзника, так это на способность крови, которая открывается после прокачки союзника до очистки крови. Всю информацию о союзниках можно будет посмотреть в галерее. Для этого мы заходим в союзники, нажимаем на вкладку «Галерея», нам открываются все сеты союзников. Ее мы отключаем и попадаем на карточки союзников. Здесь можем в определенном поле вводить имя нужного союзника, и нам открывается весь сет данного союзника. Извиняюсь за тавтологию. И тут же мы можем посмотреть, какие способности он имеет. В основном X-способность у него будет одинаковая, но вот кровь может отличаться. Так что можете спокойно заходить, смотреть, проверять и подбирать союзника под себя. Следующий вопрос: как их прокачивать? Начнем с того, что прокачка может быть несколько типов. Первое — это повышение уровня. Следующее — это одевание предметов на них, которые выпадают с баунти. Для этого мы заходим во вкладку «Союзники», жмем вкладку «Баунти», и здесь на задание отправляем своих союзников. Через некоторое время они приносят нам определенные предметы, которые в будущем можно одеть на союзника. И самая основная прокачка, которая как раз и открывает нам способность крови, это повышение качества. Для этого также заходим во вкладку «Союзник», выбираем нужного союзника и видим пункт «Прорыв». Выбираем его и видим в нижнем правом углу улучшение качества союзника. Улучшается оно за безымянные камни, которые вам будут выпадать с выполнения активностей, с некоторых ивентов, с праздничного ивента, но также можно будет получить за
получение того же самого союзника в найме. После того, как вы его получаете, отправляете его на распыление, и вы получаете вам нужные безымянные камни. После того, как вы его улучшите до очистки крови, он поменяет свою рамку с оранжевого на разноцветную. И ему, естественно, откроется способность крови, которую в дальнейшем также можно будет улучшать. Ну и теперь самое интересное, какие же самые ходовые союзники используют игроки. Специально для вас я просмотрел топ-20 игроков с 1 по 28 сервер. Давайте все-таки посмотрим, каких же союзников они используют. Для вас я создал вот такую таблицу для наглядности. Давайте начнем. И самый популярный союзник, который имеет свыше 30 человек, естественно, из топов, это защита Люминфей и Ода Сями. От 15 до 20 человек это защита 0 и Лед Суэнси. Также к ним добавляется Луна Ева. От 10 до 15 человек использует у нас это Ноктюрн Фингел и Заблуждение Чудзинхао. Надеюсь, его имя я произнес правильно. И все, кто ниже у нас, используют различные вариации Эрии, Фингела, Люминфея, Цезаря, Ноно и других. Естественно, все эти союзники имеют 6 звезд. Хочу отметить то, что все союзники, которые представлены в таблице, обычно имеют кровь на защиту, щит, либо повышение урона. Ну и самое важное, эти союзники не являются какой-то панацеей топов, которые вот нужно всем собирать и так далее. Во-первых, для этого нужна удача, чтобы всех их получить. Во-вторых же, вы сами вправе решать, какого союзника вам поставить, какую вариацию Люминфея, Эрии, Ноно или Цезаря, или кто у вас там будет стоять. Также на это все нужны ресурсы, чтобы их прокачать, и, естественно, время. Поэтому в конце хочу вам сказать, играйте в кайф, расслабляйтесь, не забивайте себе голову лишней информацией. На этом все, спасибо, до скорых встреч, пока.